Евросоюз готовит захват российских танкеров. Санкционные ледоколы снабжают Европу газом. Валуев стал персоной нон-грата. Всем привет, это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайки. В Евросоюзе обсуждают, как перехватывать танкеры с российской нефтью. По данным издания «Политика», европейские страны ищут способы задерживать суда, перевозящие нефть из России через Балтику. Среди вариантов – конфискация танкеров на экологических или антипиратских основаниях. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что через Финский залив проходит половина санкционной нефти, что создает риски для экологии и подводной инфраструктуры. Накануне в порту Усть-Луга Ленинградской области затонул танкер «Коала» со 130 тысячами тонн мазута. Судно относилось к теневому флоту, используемому для обхода санкций. Он состоит из ветхих судов с непрозрачной собственностью и скрытыми бенефициарами. Российские атомные ледоколы помогают доставлять сжиженный природный газ из Арктики крупнейшим энергетическим компаниям Европы, таким как Shell и Total Energies. По данным расследователей, с декабря 23 по май 24 эти суда проводили танкеры через ледовые участки маршрута. Ледоколами управляет российская компания «Атомфлот», находящаяся под санкциями. После начала боевых действий в Украине торговля СПГ достигла рекордных объемов. В бурятском селе Ашурково пьяный водитель УАЗа сбил 4-летнюю девочку. За ребенком присматривал дедушка, но не успел предотвратить столкновение. Девочка на ватрушке вылетела прямо под колеса машины. С травмами ее доставили в больницу. За рулем был 25-летний мужчина без водительских прав, а свидетельствование показало, что он был пьян. К другим происшествиям. Актер фильма «Подольские курсанты» Марк Вдовин обнаружил мертвого мужчину у своей квартиры. Как сообщает близкий к силовикам телеграм-канал «Шот», вечером 7 февраля он вернулся домой на улицу Алабяна. У двери на 9-м этаже актер увидел тело худощавого мужчины лет 30. По предварительным данным, он умер за 2 часа до этого. Вероятная причина – передозировка. В Москве задержали мошенника, который вымогал деньги у 93-летнего мужчины, представляясь участником так называемой СВО. Канал «Осторожно, новости» сообщает, что преступник попытался втереться в доверие к пенсионеру прямо в отделении банка. Сказал, что ему нужны деньги для 2 детей, так как скоро сам он поедет на фронт. В банке же мошенника и задержали. Правда, в полиции он уже стал отрицать, что говорил о войне, хотя пенсионер настаивает на обратном. Какое СВО? Дед говорит. Я про СВО вообще ничего не говорил. Дедушка утверждает, что вы сказали, что у вас 2 детей, и вы собираетесь на СВО, и вам нужны деньги для детей. Ну, у меня есть 2 детей, правильно. А про СВО при чем? Ну, дедушка утверждает, что вы ему сказали про Ну, СВО. если я сказал, значит, я сказал, ребят. Тут смысла нет. Сразу в нескольких регионах жители жалуются на регулярные разливы канализации. Телеграм-канал «Говорит не Москва» пишет: в Саратовской области течь дала новая канализационно-насосная станция в городе Энгельс. В Краснодаре стоки затопили улицы, и жителям приходится спасаться своими силами, обкладывать тротуары мешками с песком. В Рязани тоже затопило целую улицу, где в одном из дворов из нечистот образовалось целое озеро. Коллапсируют канализационные сети даже в ближайшем Подмосковье. Жители города Пушкино даже записали обращение к Путину. Они просят решить вопрос сброса канализационных стоков в местные реки. По их словам, чиновники не вкладывают средства в инфраструктуру, зато непрерывно дают разрешение на строительство новых домов. В итоге изношенные сети не выдерживают нагрузку. Уважаемый Владимир Владимирович, разобраться в ситуации и помочь жителям можете только вы, жители Пушкинского округа Московской области. От нашего лица обращаются к вам. Только на вас вся наша надежда. Стало известно, почему спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию накануне 9 февраля. Связанный с силовиками канал «Шот» пишет, что он заступился за знакомого, который повздорил с компанией из 7 человек на входе в один из новосибирских баров. В итоге Скворцова избили, он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Эту же информацию позже подтвердило госагентство ТАСС, сославшись на источники в правоохранительных органах. Также ТАСС пишет, что через 2 дня Скворцова должны перевести из реанимации в отделение нейрохирургии. Об этом сообщила его жена Ксения.
Баку объявил депутата Николая Валуева персоной нон-грата после серии антиазербайджанских постов в его телеграм-канале. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, цитирую, «оскорбительные и полные угроз заявления Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы. Его имя внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую республику». Конец цитаты. Скандал разгорелся после того, как 6 февраля Валуев прокомментировал новость о том, что Россотрудничество получило от официального Баку уведомление о прекращении деятельности. Депутат возмутился, что российскую организацию поставили в один ряд с американским USAID, и он разразился праведным гневом. Приведу его цитату. «С Саммерами понятно, но вот чем Россотрудничество не угодило? А это все из дружбы народов, сфер влияния и про пантюркизм, беспокойство, так сказать, за чистоту отношений. Насколько известно, в России нет такой структуры, что-то типа азерсотрудничества. Зато есть многочисленные диаспоры, и эти диаспоры не про культурный обмен, скорее про деньги, и очень большие». Конец цитаты. Позже Валуев опубликовал еще один пост. Там он писал, что у восточных соседей России, цитата, «податливость воспринимается как слабость». Ну а дальше снова про диаспоры, их широкое влияние и обширные возможности. Сам ньюсмейкер уже прокомментировал РИА Новости это решение Баку и, так уж и быть, согласился не рассматривать запрет на въезд как провокацию. Сопроводил он это еще одним ксенофобским выпадом. Восток – дело тонкое. Любой руководитель восточный, коим Азербайджан является, у нас он все-таки считается Восточной Республикой, должен соответствовать своим сложившимся историческим традициям. Конец цитаты. Подошла к концу многомесячная семейная драма семьи Бакальчук-Ким. Сегодня Владислав Бакальчук и Татьяна Ким официально развелись. Об этом сам Владислав сообщил у себя в телеграм-канале, сопроводив текст песни Кипелова «Я свободен». Написал он и об условиях расторжения брака. Цитата: «Дети остаются с мамой, алименты остаются с папой». Конец цитаты. Финансовая коллизия между бывшими супругами еще не закончена. 18 февраля состоится заседание по поводу раздела имущества. Ну а художник всея Руси Рафаэль эпохи раннего путинизма Никос Сафронов встретился с папой римским Франциском в Ватикане и подарил ему картину с Международной космической станции. Высочайшая аудиенция с художником прошла в библиотеке Апостольского дворца. На подаренном полотне изображено первое место служения будущего папы в Буэнос-Айресе. С марта по сентябрь 22-го эта картина была на МКС. Ну а папа, в свою очередь, зачем-то благословил Сафронова на создание коллекции полотен для Ватикана. Что ж, друзья, у нас на этом все. С вами был Тенгиз Адами. Не уходите от нас без лайка, комментария и подписки. Смотрите и другие видео на нашем канале. Подписывайтесь на Telegram. Туда мы дублируем весь наш контент, в том числе в формате аудио, чтобы вам было удобней. Всего доброго. Берегите себя. Пока.